Всем привет, мобильные геймеры, с вами я, Iceman. И недавно я сидел в своем Discord сервере, кстати, вам тоже советую, ссылочка на него будет в описании, там вы можете со мной пообщаться. Я сидел в голосовом канале, и я разговаривал с подписчиками, и вдруг залетает чел с ником Biadex, и кинул мне идею для нового ролика, а точнее, как запустить Unreal Tournament на Android. Я нашел способ его запустить, и сегодня я вам покажу, как это сделать. Кстати, многие меня спросят, что же такое Unreal Tournament. Я вам скажу, что это так называемый конкурент третьего Quake, который вышел в 1999 году от Epic Games Company. Сейчас эта компания известна игрой Fortnite и многими другими играми, а еще своим магазином Epic Games, которым недавно раздавали GTA 5. Я думаю, вы об этом слышали. Но мы возвращаемся к Unreal Tournament. Я хочу сказать, что это один из лучших конкурентов третьего Quake. И мне, если честно, он нравится больше третьего Quake. Ну а перед началом данного ролика советую подписаться на мой YouTube канал, поставить лайки, ведь это мотивирует меня делать ролики дальше. А также пиши идеи для следующего ролика в комментариях, самую лучшую идею я лайкну и сниму про нее видос. А еще ты можешь попасть в топ-комментарий, как эти счастливчики. Спасибо за ваши комменты. А также не забываем социальные сети, все ссылки в описании. Ну а мы приступаем к установке. Должен сказать то, что в мобильной версии Unreal Tournament, то есть ту, которую мы будем сейчас устанавливать, мы будем запускать через эмулятор, и управление будет не самое удобное. Оно будет в стиле первого Дума, то есть повороты камеры и ходьба будет нацелен на один джойстик, но все равно это не мешает никак играть. Но первое дело, что нужно сделать, чтобы установить Unreal Tournament на Android, это зайти в Play Market и найти приложение Red Dream. Это упрощенный эмулятор Sega Dreamcast. Через него мы как раз будем запускать Unreal Tournament. Кстати, если у вас будет лагать на этом эмуляторе игра, то я советую запустить Unreal Tournament на другом эмуляторе под названием Raycast. Я оставлю статью с FOPDA, как настроить Raycast, но рекомендую все-таки использовать Red Dream, просто он будет поудобней. Скачиваем этот эмулятор. Дальше вам рекомендую установить ES-проводник, но это не обязательно, просто все действия я буду делать в ES-проводнике. Дальше нам нужно установить сам образ Unreal Tournament. Он, кстати, будет на русском. Просто много кто мне пишет, что не понимает английский. И также я ставлю оригинал, то есть на английском языке. Установка русской и английской версии одинаковые. Я буду устанавливать русскую версию. Так он у меня уже скачан, вот он лежит в папке Download. Я вам советую также создать папку Dreamcast в корневой папке телефона и туда перебрасывать все образцы игр. Ведь этот эмулятор может запускать не только Unreal Tournament, но еще различные игры Dreamcast. Но, к сожалению, не все. Короче, прикидываем образ игры Unreal Tournament в папку Dreamcast. После этого мы можем выходить из ES-проводника и открывать Red Dream. Здесь у нас спрашивают, хотим ли мы купить премиум версию. Но нам будет достаточно обычной версии для игры. Просто в премиуме только повышение качества картинки. Но я думаю, что не все мощные устройства потянут высокую картинку, потому что даже на такой будут маленькие подлагивания. Так, и вот он у нас открылся. Здесь у нас спрашивают, где находится образ игры. Мы ищем папку Dreamcast и выбираем ее. Дальше вот мы видим то, что у нас появилась игра в самой библиотеке, но это не все. Мы заходим во вкладку видео, и здесь мы настраиваем видео ратио, точнее разрешение видео с 4:3 на 16:9. Кстати, если у вас будет лагать игра на 16:9, советую вернуть 4:3, но просто удобнее будет играть на 16:9. А еще, если у вас более-менее мощное устройство, советую убрать галочку с параметра Skip Frame Rates, просто тогда у вас не будут пропускаться кадры. Все, после этого мы можем открывать Unreal Tournament, но мы все равно его еще будем настраивать. Так, и вот у нас запустилась игра. Вы меня спросите, почему здесь не такая же меню, как на ПК версии игры. Я скажу то, что это адаптированное меню для консоли. Это полноценная версия Unreal Tournament, и она практически ничем не отличается от версии ПК. Дальше мы заходим во вкладку опции, джойстик, и здесь я вам рекомендую включить третий конфиг для джойстика и убрать автонаклон. Просто это будет самое удобное управление для этой игры на этом эмуляторе. Но автонаклон можно не убирать, он не мешает и не дает никакого преимущества. А еще вы можете попробовать какие-нибудь другие конфиги, может вам будет удобно. Все, после этого мы можем выходить из настроек и начинать игру. Еще должен сказать то, что здесь нету мультиплеера, здесь только сюжетка самого Unreal Tournament. Ну как сюжетка, просто бои. На этом установка закончилась, а сейчас будет просто геймплей, кому интересно как играется.
А еще у многих будет вопрос, как сохраняться в этой игре. Все очень легко. Мы нажимаем вот на эти 3 точки сверху, и видите, у нас здесь свободен один слот для сохранения. Мы здесь просто нажимаем Save, и у нас игра автоматически сохраняется. И потом, когда мы будем перезаходить, мы просто открываем эти 3 точки, и здесь нажимаем Load. И у нас идет загрузка игры вот с того момента, где мы сохранились. Просто другого варианта, здесь нету автосохранения, чтобы вы знали. Кстати, чтобы загрузки в игре шли быстрее, я советую включать режим турбо, но в игре я вам не рекомендую включать, потому что это просто будет ускорять саму игру. Так, нас тут просят нажать огонь, чтобы начать игру. Я нажимаю огонь, и вот начался матч. Как говорю, здесь управление в стиле первого Дума, то есть мы поворачиваемся, либо ходим, то есть это все происходит на одном джойстике. Также мы можем смотреть вверх-вниз, если у вас третий конфиг также стоит, как я показал в установке. Но это все же тот же Unreal Tournament, что у нас есть и на ПК. То есть у нас есть две атаки, это вот такая вот и вот такая. Но я сейчас взял биоотход, или как это называется оружие. Короче, берем флакон со здоровьем. Давайте кого-нибудь. Не. Кстати, оружие меняется вот на эту. Короче, я думаю, с управлением вы разберетесь, оно более-менее легкое. И вот третий конфиг реально самый удобный для игры на телефоне. Также должен сказать, что бывают просадки FPS даже на очень мощных устройствах. Вот, например, у меня. Но это еще, скорее всего, из-за того, что у меня запись идет, но все равно FPS довольно играбельный. И еще должен сказать, что здесь есть так называемый АИМ, и, насколько я знаю, его убрать нельзя. Но, как по мне, играть с этим АИМом можно даже удобно играть. На таком вот конфиге с АИМом удобно играть. Вот видите, я вот стреляю сюда, и ракета летит вверх. Но ничто мне не мешает нацелиться вот ему на голову вот так вот, то есть этими кнопками. Вот, все. Кстати, советую вам скачать Unreal Tournament на ПК. Насколько я знаю, сейчас она стала бесплатной, именно ее новая версия. Ее эпики сами бесплатно раздают. А вот первая часть, вот Unreal Tournament, который в Steam продается, она у меня куплена, и я вам советую ее купить. Если вы ее купите, напишите мне как-то, мы с вами поиграем, потому что, ну, мало кто просто сейчас играет в мультиплеер Unreal Tournament в Steam. А мы с вами поиграем, весело будет. Ну давай, иди сюда, ты где, ё-моё? Ты откуда стреляешь? На, держи. Понял? Да, понял. Вот еще раз на меня. Ты что, офигел, что ли? Ну давай, иди сюда. Давай. Подходи, давай. Подходи. Ну ты куда? Давай. Во, здорово. О, как ты меня убил? Короче, знаете, из меня летсплеер еще тот, потому что я, когда играю, я люблю молчать. То есть, я сильно, знаете, я настроен на игру, просто, вот. Кстати, вы также можете выбирать в этой игре уровни сложности, и если вот вам покажется этот уровень сложности легкий, то есть я сейчас играю на новичке, то вы можете поставить ультра хард. И также вы можете, насколько я знаю, настроить геймпад, то есть подключить его по Bluetooth и играть нормально. И еще, по-моему, можно даже мышку с клавиатурой подсоединить, и будет полноценный Unreal Tournament. Но это не точно, это надо проверять. Но я скажу, что тут придется привыкать к управлению, но вот через пару минут игры вы уже привыкаете. То есть я играл уже, наверное, здесь часик наиграл, и я уже привык к управлению. То есть ничего здесь такого критичного, как в Думе, все нормально. У меня 20 врагов. Офигеть, я прошел первый уровень. Чекайте просто, как я выгляжу, ё-моё. О, какая большая карта, она мне вообще не нравится, ё-моё. О, здорово, мужик. Ха, все, минус. ГГ. Вот это одно из лучших. Вот это оружие идет после ракетницы в этой игре. Оно крутое. Особенно, когда здесь есть что-то типа АИМа. О, ну все, минус ГГ. Давай, иди сюда. Ай, больно. Я пошутил. А ты че, ты куда вообще целился? Подожди. А ты че сюда стрелял? Ну ладно, все, окей. Ну ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте мои социальные сети, все ссылки в описании. Ну а с вами был Iceman. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания и всем бай-бай.